Почему глаза Чингука внезапно затуманились в комнате, залитой светом камер, как раз в тот момент, когда Тэхён произнес ту единственную фразу, от которой онемел даже персонал мероприятия. Что именно произошло между этими двумя? Никто не ожидал, что рекламное мероприятие, которое обычно проходит в атмосфере радости, может превратиться в один из самых эмоциональных моментов, когда-либо виденных от двух участников, известных своей способностью сдерживать любые проявления своих чувств. Когда Чингук, который всегда был известен своей теплотой, но при этом не склонен публично выставлять свою уязвимость, внезапно посмотрел на Тэхёна глазами, которые, казалось, скрывали что-то гораздо более глубокое, чем обычные слезы, аудитория немедленно почувствовала, что что-то не так, нечто, что, возможно, было скрыто, и что теперь медленно выходит на свет. Возникает большой вопрос: что именно сказал Тэхён, что заставило рекламную атмосферу, изначально наполненную улыбками, смехом и позитивной энергией, внезапно обернуться тишиной, напряжением и эмоциями? И что еще более загадочно: почему Чингук первым отреагировал так сильно, так явно, и был менее всего способен скрыть свои жесты, которые, казалось, намекали, что он знал что-то задолго до того, как Тэхён произнес это публично. Эта драматическая ситуация началась, когда Тэхён, после нескольких минут ответов на легкие вопросы ведущего, внезапно испустил долгий вздох. Это был необычный вздох. Это был вздох, который звучал так, будто человек слишком долго что-то держал в себе, сдерживал силой, и теперь, наконец, поддался желанию дать миру знать, что так долго его тяготило. Присутствующие репортеры тут же подняли камеры выше, как будто знали, что из уст Тэхёна выйдет уже не стандартный ответ посла бренда, а что-то более личное, более честное и более трогательное. И они оказались правы. Когда Тэхён начал свою фразу слегка дрожащим голосом, вся комната мгновенно ощутила изменение энергии. Свет не изменился, музыка не остановилась, но по какой-то причине воздух стал тяжелее, медленнее и холоднее. «Есть кое-что, что мне в последнее время очень тяжело говорить», сказал Тэхён тоном, который заставил любого, кто его услышал, почувствовать, что за этими словами скрывается нечто давно подавленное. В этот момент Чингук, сидевший рядом с ним, который до этого непринужденно улыбался, внезапно выпрямился и посмотрел на Тэхёна с такой интенсивностью, которую публика никогда прежде не видела. Это был не смущенный взгляд, не обычный любопытный взгляд, и не взгляд друга, который просто поддерживает издалека. Это был взгляд человека, который понимал, что будет сказано, но оставался не готов это услышать. Взгляд, содержащий тревогу, страх, сопереживание и что-то более сложное для объяснения простым языком. Фанаты, смотрящие прямую трансляцию, даже заполнили комментарии одним и тем же вопросом: почему Чингук выглядит таким эмоциональным? Что он на самом деле знает? Напряжение продолжало нарастать, пока Тэхён опускал голову, словно пытаясь успокоиться, прежде чем продолжить. Даже ведущие, известные своим умением поддерживать атмосферу, казалось, не знали, что делать. Персонал обменивался тревожными взглядами, опасаясь, что этот момент может быть слишком откровенным и слишком уязвимым для прямой трансляции публичного мероприятия. Но Тэхён продолжал медленно, но уверенно, голосом, который звучал тяжелее, чем прежде. Позже он рассказал, что в последнее время были моменты, когда он чувствовал одиночество, давление и беспокойство, о которых он на самом деле никому не рассказывал. Одной этой фразы было достаточно, чтобы многие затаили дыхание, но самый сильный эффект был замечен именно на лице Чингука. Взгляд Чингука мгновенно смягчился, но в то же время казался надломленным, как у человека, который чувствовал вину за то, что не осознал, насколько глубоки раны, которые скрывал его друг. Именно здесь происходит самый волнующий момент. Когда Тэхён упомянул, что старается выглядеть сильным, потому что не хочет обременять людей, о которых он заботится. При словах «люди», о которых он заботится, глаза Чингука покраснели, его губы сдерживали то, что он хотел сказать, но не мог. Он смотрел на Тэхёна, как будто хотел остановить его,
Или, возможно, как будто хотел сказать: «Ты никогда меня не обременяешь». Но единственное, что выразилось, было выражение глубокой печали, которое никогда прежде не видели. Появление эмоций такой глубины заставило многих задуматься о динамике отношений между ними. Проходили ли они когда-нибудь через трудные времена вместе? Существует ли частный разговор, известный только им двоим, который теперь начинает раскрываться через неожиданные моменты? Или это результат накопления настолько сильных чувств заботы, что когда один из них хрупок, другой тоже становится хрупким? Затем фанаты начали вспоминать старые клипы, взаимодействие на сцене, закулисные моменты и небольшие разговоры, которые когда-то казались обыденными, но теперь выглядят как кусочки пазла, завершающие общую картину. Многие заметили, что в последние несколько месяцев Тэхён стал тише, более задумчивым и чаще избегал эмоциональных тем. В то время как Чингук, напротив, несколько раз попадал в кадр, бросая обеспокоенный взгляд, когда Тэхён выглядел нехарактерно. Осознавал ли Чингук на самом деле давно, что происходит? Или он по-настоящему понял глубину чувств Тэхёна только в тот момент? Никто не знает наверняка, но одно ясно. Реакция Чингука не была реакцией коллеги, заботившегося только профессионально. Это была реакция человека, который был по-настоящему эмоционально задет словами того, кого он ценит больше, чем кажется. Когда Тэхён, наконец, сказал, что бывают дни, когда он чувствует себя деморализованным, Чингук прикрыл рот рукой. Спонтанный жест, показывающий, что он сдерживает эмоции, готовые взорваться. Камера запечатлела моменты, когда его глаза начали слезиться, но он слегка опустил голову, словно пытаясь это скрыть, но безуспешно. Многие фанаты позже писали, что никогда не видели Чингука таким уязвимым, по крайней мере, не перед камерой и не в такой незапланированной ситуации. Но самым удивительным была не только реакция Чингука, но и то, как Тэхён посмотрел на него в ответ после того, как произнес свою последнюю фразу. Этот взгляд был похож на признание, молчаливую благодарность или, возможно, невысказанное извинение. И этот взгляд также сделал Чингука еще более эмоциональным. Многие медиааналитики и наблюдатели корейской индустрии развлечений затем разобрали этот момент, пытаясь понять, что на самом деле произошло с точки зрения психологических, социальных и даже межличностных отношений. Некоторые назвали это примером эмоционального прорыва, моментом, когда слишком долго сдерживаемое давление в конечном итоге выплескивается через незапланированный разговор. В то время как другие говорят, что интенсивные дружеские отношения между участниками группы часто являются как источником силы, так и уязвимости. И действительно, в мире индустрии развлечений, полном стресса, в котором они живут, неудивительно, что такие эмоциональные моменты возникают неожиданно. Но все же, что делает этот момент примечательным, так это его честность и искренность. Никаких сценариев, никаких указаний и никакой подготовки. Просто два человека смотрят друг на друга с чувствами посреди света камер. Реакция общественности была невероятной. Хэштеги об этом моменте немедленно возглавили мировые тренды. Фанаты из разных стран написали тысячи сообщений поддержки как Тэхёну, который, наконец, открыл свое сердце, так и Чингуку, который выглядел так тронутым. Некоторые даже сказали, что взгляд Чингука в тот момент был одним из самых честных и самых болезненных моментов, которые они когда-либо видели. Но что действительно удивило, так это то, что произошло после окончания шоу. По словам нескольких источников на месте, Чингук подошел к Тэхёну, как только мероприятие закрылось. Их видели тихо разговаривающими серьезными, но теплыми выражениями лиц, как будто они пытались закончить разговор, который не был услышан публикой. Некоторые из сотрудников даже сказали, что Чингук похлопал Тэхёна по плечу, произнося что-то, что звучало как утешающая фраза, хотя ни одна камера не запечатлела этот момент отчетливо. Отсюда возникло подозрение, что отношения между ними, возможно, вступают в более глубокую фазу. Не обязательно в романтическом контексте, а скорее на уровне эмоционального доверия,
которое есть только у людей, прошедших долгий путь вместе. Их отношения – это не просто рабочие отношения. Это отношения, построенные на опыте, неудачах, страхе, достижениях, усталости и мужестве. Реакцию фанатов после этого эмоционального момента нельзя недооценивать. Менее чем через несколько минут после окончания прямого эфира социальные сети были заполнены тысячами постов, обсуждающих взгляд Чингука, дрожащий голос Тэхёна и момент тишины, который завис в воздухе, как большой секрет, который еще предстоит раскрыть. Многие писали, что момент казался слишком реальным, слишком честным и слишком болезненным, чтобы считать его просто взаимодействием на рекламном мероприятии. Некоторые фанаты даже написали, что почувствовали, как что-то сломалось, когда увидели выражение Чингука. Они говорят, что этот взгляд был не просто обычным сочувственным взглядом, а скорее чем-то, что исходило из глубины сердца человека, который был свидетелем долгой борьбы своего друга, но не мог по-настоящему остановить эту ношу. Многие сравнивали взгляд Чингука со взглядом человека, который, наконец, осознал, что не сумел увидеть боль того, о ком он так сильно заботился. Запоздалое сожаление, но все еще поправимое. С другой стороны, фанаты Тэхёна также были опустошены, увидев, как он, наконец, раскрыл то, что скрывал. На протяжении многих лет Тэхён всегда выглядел веселым, полным энергии и всегда дарил улыбку всем вокруг. Однако они начали замечать, что в последнее время произошли небольшие изменения. Более медленные жесты, улыбки, которые появлялись лишь на долю секунды, и глаза, которые иногда выглядели пустыми, когда камера прекращала запись. Все это, в совокупности с его признанием на шоу, заставило многих фанатов плакать вместе. Но что делает этот момент еще более интересным для анализа, так это то, что отношения Тэхёна и Чингука всегда были одной из самых сложных динамик. Они выросли вместе в стрессовой среде. Делили сцену, делили мечты, делили усталость и делили трудные времена, которые никогда не видели публично. Все, что происходит на сцене, это лишь малая часть того, что они переживают на самом деле. Когда Тэхён упомянул, что не хочет обременять людей, о которых он заботится, наблюдатели межличностных отношений начали давать академический анализ паттернов эмоционального общения между двумя людьми, находящимися в ситуации высокого давления. По мнению некоторых экспертов по психологии отношений, люди склонны сдерживать свои самые глубокие чувства именно от самых близких людей, не из-за недоверия, а потому, что слишком сильно заботятся. Они не хотят, чтобы человек, которого они считают домом, пострадал или почувствовал вину. Этот анализ очень точно объясняет, почему Чингук выглядел таким опустошенным. Если он действительно был одним из тех людей, на которых намекал Тэхён в своем заявлении, то это эмоциональное бремя, вероятно, ударило по нему сразу сильнее, чем по кому-либо другому в комнате. Он не просто услышал признание. Он услышал, как кто-то, кого он лелеял, признался, что перенес что-то в одиночку. Затем журналисты снова собрали различные старые взаимодействия этих двоих, пытаясь найти подсказки о том, были ли на самом деле признаки до того, как произошел этот момент. И, по-видимому, многие нашли небольшие сигналы, которые ранее игнорировались. Был момент, когда Чингук смотрел на Тэхёна дольше обычного во время группового интервью. Был момент, когда Тэхён выглядел рассеянным, и Чингук тут же мягко похлопал его по спине. Был момент, когда Чингук спонтанно предложил Тэхёну свою куртку, когда температура на съемочной площадке резко упала. Все это действительно можно было считать формой обыденной дружбы, но в контексте признания Тэхёна все это выглядит как кусочки пазла, которые медленно начинают формировать целую картину. Тем временем, корейские СМИ начали публиковать аналитические статьи, подчеркивающие, что эмоциональные отношения между участниками К-поп-групп часто не получают должного внимания. Индустрия, которая требует от них всегда выглядеть идеально, часто подавляет их человеческий аспект. Поэтому такие моменты, как тот, что произошел, становятся особенно ценными,
поскольку они показывают их самую искреннюю сторону, невыдуманную сторону. Сторону, которая показывает, что даже у айдолов есть пределы, есть страх и есть печаль. Некоторые заголовки СМИ даже писали, что взгляд Чингука – это одно из самых честных выражений, когда-либо запечатленных на камеру в этом году. Одно издание назвало это моментом, когда мир наблюдал, как два лучших друга пытаются оставаться сильными, несмотря на то, что они сломлены внутри. Некоторые писали, что этот момент – напоминание о том, что мировая популярность, финансовый успех и большие достижения не могут стереть тот факт, что человек остается хрупким созданием. На следующий день появились сообщения от человека, утверждавшего, что он является сотрудником, работавшим во время мероприятия. Он сказал, что после его окончания Чингук и Тэхён сидели вместе в отведенной для них отдельной комнате. Разговор двоих длился около 15 минут, и хотя было неясно, о чем они говорили, персонал упомянул, что атмосфера казалась очень серьезной, но теплой. Чингука видели, как он иногда прикасался к руке Тэхёна, в то время как Тэхён, казалось, медленно кивал, как будто принимал совет от того, кому доверяет. Источник также сказал, что был момент, когда Чингук слегка улыбнулся, и Тэхён ответил улыбкой с облегченным видом. Многие фанаты считают, что этот момент сигнализирует о том, что им удалось разрешить что-то, что никогда не обсуждалось публично ранее. Как будто момент признания на сцене открыл дверь для разговора, который должен был состояться гораздо дольше. Более того, после мероприятия многие фанаты сообщили, что Тэхён выглядел спокойнее в следующий раз, когда его увидели. Его лицо все еще показывало остатки эмоционального истощения, но появилось тепло, которое не было видно в последние дни. Некоторые фанаты даже упомянули, что Тэхён искренне улыбался, приветствуя СМИ в аэропорту. Возможно, разговор с Чингуком действительно оказал на него большое влияние. Через несколько дней после инцидента Чингук опубликовал темное фото в своей инстаграм-истории с подписью «Иногда человеку просто нужно, чтобы его выслушали». Надпись была без контекста, без объяснения, но весь мир знал, кому адресовано это сообщение. Фанаты со всего мира немедленно наводнили интернет своими интерпретациями, хотя большинство сошлись во мнении, что это была форма поддержки Тэхёна со стороны Чингука.